Небольшая пауза техническая. Итак, так как тема данного видео вызвала довольно большой интерес у большого количества людей, решил подойти к этой теме более серьезно и устроить небольшой урок по географии Китая, так как, наверное, многие люди не знают, как называются провинции Китая и какие маршруты можно проехать по нему. Так вот, география Китая. Так, возможные маршруты по Китаю. Первый маршрут проходит из Киргизии в Пакистан. Также можно въехать прямо из Памирского тракта Таджикистана. Вы доезжаете до города Кашгар и затем двигаетесь по Каракарумскому шоссе. Этот путь 7 лет назад когда-то проехал слон. Об этом есть видео на ютубе. Раньше он использовался для обхода Афганистана, но сейчас это не имеет смысла, потому что Афганистан уже открыт. И также он не имеет смысла, так как вы не сможете дальше попасть в Индию, так как граница между Пакистаном и Индией закрыта, и, соответственно, вы упретесь в тупик. Следующий маршрут – это самый популярный маршрут, скорее всего, которым вы воспользуетесь. Он пролегает от Казахстана до Лаоса через весь Китай. Вход осуществляется в городе Хоргос на границе с Казахстаном. И затем вы едете весь этот маршрут. В прошлой части я, в принципе, рассказал и показал, как проходит пересечение границ. Следующий возможный маршрут через Монголию. Возможно въехать в двух местах. Западная часть Монголии – это КПП Булган. Можно побывать на южной части Алтайских гор, затем доехать до Урумчи и соединить маршрут с казахским. Но вот этот маленький участок, где самый север границы Китая, он, естественно, проходится только с гидом. Но затем, после того, как вы доедете до Урумчи, можно опять двигаться будет свободно. Следующий маршрут через Монголию, через КПП Замын-УУД. Это прямая дорога на Улан-Батор. Это, наверное, второй по популярности маршрут. На него вы найдете больше всего дат и групп. Также этим маршрутом пользовались блогеры, которые покупали машины в Китае и ввозили их в Россию. Также въезжаете уже во внутреннюю Монголию, и дальше уже идет центральная часть Китая, где вы спокойно, свободно перемещаетесь по всему этому маршруту. Следующие маршруты будут более эксклюзивные, которыми практически никто не пользуется, но тем не менее есть некоторая информация о них. Один из таких маршрутов — это в Южную Корею. Да, можно спокойно доплыть до Южной Кореи из Китая. Ходит паром. Стоит $800 за сам паром и оформление всех документов. Но затем в Южной Корее, скорее всего, с вас возьмут дополнительные налоги, потому что вам будет нужно нанять брокера для растаможки вашего транспортного средства. Следующий пункт – это, как ни странно, граница наконец-то с Россией. КПП называется Манчжурия. В России это приграничный город Забайкальск. На самом деле очень мало информации о нем. Есть история, которую я слышал, как несколько мотоциклистов российских с российскими номерами возвращались, проехав весь Китай, и входили как раз-таки именно в этом КПП. Китайцы их выпустили, а русские не пустили. Да, на российском КПП именно их мотоциклы не пропустили. И они провели несколько дней на границе, им приходилось вызывать грузовой какой-то транспорт, чтобы погрузить эти мотоциклы и ввести уже их в грузовике. Просто провести, я так понял, буквально 500 метров.
Как сейчас там обстоят дела, непонятно. Также вот этих людей на мотоциклах я историю сам на ютубе не нашел, как и этих людей. Если кто-нибудь знает эту историю, пожалуйста, поделитесь, мне интересно, как эту границу проходить. Также по поводу Манчжурии на ютубе есть очень и очень много видео с названием «Еду в Китай». Вот как просто заехать в Китай, взял, захотел и поехал в Китай. Не вижу никаких проблем. Но дело в том, что блогеры немного не договаривают, так как это особая экономическая зона, и они въезжают просто в этот маленький городок Манчжурия, из которого они уже выехать не могут. Это запрещено им, то есть они никакого путешествия по факту по Китаю у них не происходит. Они въезжают в город, и на следующий день они возвращаются в Россию. А именно опыт прохождения этой границы для путешественников, которые едут сквозь весь Китай, например, возвращаются из Пекина или доезжают до Пекина на своем транспортном средстве, этой информации нет. Но, тем не менее, предпосылки есть, что это возможно. И, скорее всего, если вы свяжетесь с Эдвардом, он вам об этом подробнее расскажет. И последний маршрут, выход из Китая, это Непал. Да, есть такой маршрут. Можно проехать сквозь весь Тибет. Обычно въезжают со стороны Киргизии, проезжают сквозь весь Тибет и выезжают из Китая на границе с Непалом, рядом с Катманду. Это, наверное, самый невероятный красивый маршрут. Вы сможете увидеть Эверест с задней стороны, сидя на своем мотоцикле. Но я встречал девушку, естественно, с Европы на Памирском тракте, которая как раз-таки купила тур на это. И она сказала, что он стоил аж $3500. Мамма мия! Очень дорогое удовольствие. И, казалось бы, что за дурачок согласится тратить такие огромные деньги. Но также она сказала, что их группа набралась аж 26 человек. Причем это именно сборная солянка, это обычные, одиночные, как правило, путешественники. А все почему? Потому что граница между Индией и Пакистаном резко закрылась, и очень-очень многие путешественники просто-напросто попали в просак и просто застряли, не имея возможности проехать в Индию. Поэтому как раз-таки сейчас этот маршрут пользуется очень огромной популярностью, так как он один-единственный наземный маршрут из Центральной Азии в Индию. Также напоминаю о том, что все перечисленные маршруты возможно комбинировать. Также я прикрепил в описании более подробную карту с всевозможными метками, всевозможными границами, которые возможно пройти, которые тоже не так-то просто отыскать. Так, теперь немного про провинции. В Китае есть 4 приграничные провинции. Это Синьцзянь, Ганьсю, Цинхай и внутренняя Монголия. Вот эти 4 провинции более строги к передвижению внутри них. И там находится довольно большое количество блокпостов. И также в некоторых районах этих провинций заправки закрыты на шлагбаум. Но, несмотря на все это, по ним я передвигался в одиночку, спокойно. Да, вам придется останавливаться, может, каждые 500 километров. Но никаких особых проблем это не доставляет. Следующая провинция – это Тибет. Это абсолютно закрытый регион. Туда нельзя совершенно никак попасть без гида. Причем не только иностранцам, но даже и жители основного центрального Китая не могут просто так заехать на своем транспорте без покупки тура в этот регион. Что уж говорить об иностранцах.
Поэтому даже на подступах к этой провинции будет огромное количество блокпостов, и вы можете, правда, попасть в некоторые неприятности, так как вас остановят и устроят вам очень и очень большой допрос, а почему вы один, а где ваш гид, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому к ней приближаться именно в одиночном путешествии совершенно не стоит. Так, следующая территория — это центральный Китай, это все остальные провинции, где проживает основное число населения Китая. И там вообще нет никаких проблем, меня там практически ни разу никто не останавливал, вы также спокойно заправляетесь, и границы между провинциями никак не досматриваются. Теперь вернемся к заправкам. Как это выглядит? Вот в приграничных провинциях, конкретно в моем случае от Хоргоса до Урумчи, все заправки были закрыты на шлагбаум. Как заправляться? Вы подъезжаете к шлагбауму, там, как правило, сидит дедушка-охранник, и стоит автомат, к которому нужно прикладывать ID-карту. Даже не пытайтесь ничего там своего приложить, это не сработает. Просто не пытаясь с ним как-то объясниться, показывайте ему свою СТС-ку. Он с высокой долей вероятности все поймет и просто откроет вам шлагбаум. Я поначалу тоже слышал о том, что надо глушить мотоцикл или вообще таскать ведра, но либо сейчас это уже исправили, либо это уже совсем на границах с Тибетом и внутри Тибета. За все мое путешествие всего лишь один раз меня заставили заглушить мотоцикл и толкать его колонки. Но абсолютно всегда я заправлялся с пистолета. Опять-таки насчет этого правила. Все считают это правило невероятно тупым и глупым, но дело в том, что в России абсолютно такой же закон, который до сих пор не отменили. И если вы будете внимательным, на абсолютно каждой заправке висит табличка «Заглуши мототранспорт». Такой же закон и в Китае. Просто в Китае он соблюдается в приграничных провинциях, скажем, в 1% случаев. У нас он не соблюдается от слова совсем. Затем на заправках вас могут попросить данные. Там, как правило, их вписывают просто ручкой в обычную тетрадку. Это ваш номер паспорта, ваш номер телефона, может быть, ваш номер мотоцикла. Никаких проблем это не вызывает. Вы сразу видите журнал, там даже не надо понимать, что в какой колонке писать. Даже если вы ошибетесь, там всем все равно. Бензин там 92-й, 95-й. Все, спокойно заправляетесь. Затем, чтобы выехать, там будет также закрыт шлагбаум, и вам, естественно, автоматически он не откроется, потому что там считывает номера машины. Поэтому вам нужно либо подождать машину, либо приехать обратно к входу и попросить этого дедушку открыть вам шлагбаум. Все. Да, это занимает чуть больше времени, чем на обычных заправках в остальном мире, но я бы не сказал, что это прям уж так сложно, и это там каждый раз, когда ты останавливаешься на заправке, это прям какой-то вызов себе. После Урумчи уже шлагбаумы пропадают полностью. Вам, естественно, не надо глушить там ничего, мотоцикл, просто подъезжаете к колонке, но все еще иногда могут просить записаться в ваш журнал. Также там начинает действовать какая-то особая техника безопасности. Они пару раз было так, что да, они махают вам вот так вот руками, как будто вы паркуете самолет. И вы должны отъехать от колонки на 3, а то и 4 метра. Там очень длинные у них шланги. Затем они между колонкой и мотоциклом кладут асбестовое одеяло и выставляют огнетушитель. Поначалу это показалось глупым, но потом я, в принципе, к этому быстро привык.
猪加码，加码吗？自由舱加注95号行。Также важно отметить, что не вздумайте брать пистолет в руки. Это запрещено. Вас там сразу же выбегут все люди с заправки, как будто вы достали реальный пистолет, и вызовут на вас полицию. Не нужно этого делать. Самообслуживание запрещено. В принципе, так же, как и в Турции. Затем, когда вы уже въезжаете в основной центральный Китай, заправляться вообще очень легко, ничего не нужно, ни слова можно не говорить, все спокойно проходит. По поводу цен на бензин, если кому вдруг интересно, поначалу вам будут встречаться только красные коммунистические заправки всего лишь одной фирмы в пустыне, и стоить там будет это 88 примерно рублей за литр, и чем дальше вы будете продвигаться в густонаселенные районы и ближе уже к югу Китая, бензин подорожает аж до 96 рублей за литр. Да, цены, конечно, не коммунистические. Так, теперь по поводу платных дорог. Тоже, если попытаться нагуглить этот вопрос, очень много форумов, где почему-то никто не может дать нормального, полноценного, развернутого ответа. Ответ таков. По платным дорогам в некоторых провинциях разрешено ездить, а в некоторых нельзя. И каких конкретно, почему-то никто не знает. Но нагуглить на китайских сайтах это не составляет никакой проблемы. Вот карта, где вы можете легально ездить на мотоцикле по платным дорогам. Как это проходит? Вы подъезжаете к пункту сбора платы, они там называются ETC. Вас будут сразу же просить проехать чуть вперед, чтобы списать ваши номера, но это неправильно, поначалу я этого не знал. Вам нужно просто показывать опять-таки свою СТС-ку, номер своей СТС-ки, так будет проще и быстрее. То есть сразу держите СТС-ку наготове, подъезжаете, даете СТС-ку, вам прописывают ваш номер и выдают вот такой синенький кирпичик, который вы затем должны сдать, когда вы съедете с платной дороги. Затем оплата идет, также можно и платить и наличкой, и Alipay. По поводу цен на платные дороги. На самом деле стоят они очень и очень недешево. И, например, чтобы чисто по платкам пронестись от Харгоса до Сианя, это уже где идет начало центрального Китая и где запрещены уже в этой провинции ездить по платным дорогам, у вас уйдет, я посчитал, 12 тысяч рублей. А если вы будете по всему Китаю перемещаться только по платным дорогам, то у вас на это уйдет, я не знаю, 1060 рублей, наверное, на все ваше месячное там путешествие. Поэтому, может быть, оно и к лучшему, что в некоторых провинциях платные дороги для мотоциклов запрещены, не нужно беспокоиться о выборе, что лучше потратить, время или деньги.
Также в некоторых провинциях, например, Юньюань, это южная провинция на границе с Лаосом, для мотоциклов платные дороги бесплатные. Вы можете бесплатно перемещаться по этим дорогам. То есть просто проезжайте сквозь шлагбаум, объезжая его, и это абсолютно легально, никто вам слова не скажет. Но на самом деле даже в Юньюань есть некоторые отрезки дорог, которые идут там перпендикулярно основным дорогам, и они могут быть частными. Также есть государственные платные дороги, есть частные. И вот на частные платные дороги вас могут не пустить. Но на самом деле можете просто их как бы брать штурмом, ничего вам там не сделают. Теперь немного про скоростные лимиты и дорожные правила. Так как у вас на вашем транспортном средстве будут иностранные номера, то большой брат за вами следить совершенно не будет. Я, пока ехал по Китаю, нарушил вообще все возможные правила, в том числе и скоростные лимиты. Ни одна камера ничего меня не сфотографировала, никаких никто мне штрафов нигде не выписал. По второстепенным дорогам, которые идут параллельно платным, именно междугородним, ограничение скорости 60 км в час. Ну, естественно, это смешно, я ехал в основном 100. При этом там очень много камер с интервальной регистрацией скорости. Ничего мне не было. В городах больших, даже мегаполисах, где все вроде как увешано камерами, я проезжал и на красный, я разворачивался через сплошную, я разворачивался через островки безопасности. Под конец я уже ехал по тротуарам, там это нормально. Вообще все равно. Поэтому вот на это можете не обращать внимания и сразу же фигачить столько, сколько вы хотите. Также по поводу движения по центру города на мотоциклах. Например, в Чунцине это абсолютно легально, там бесконечное количество мотоциклистов, безумное количество спортивных элитров, вот этих BMW сырков там как скутеров, припаркованных тур-эндуро на тротуарах на квадратный метр просто зашкаливает. Но в то же время, вот, например, я был в Куньмине, и в этом городе, оказывается, в центральной части мотоциклом ездить запрещено. При этом я там ездил 2 дня, и все было хорошо. И только когда я начал выезжать из города в час пик, в 9 утра, а в час пик на каждом перекрестке стоит регулировщик. И вот там меня начали останавливать уже на каждом перекрестке и говорить о том, что это запрещено, пытаться там что-то со мной сделать, разобраться, но потом они меня отправляли назад, я ехал назад до следующего перекрестка, там говорили: во-во-во, стой, нет, нельзя тебе назад, я возвращался назад, я говорю: господи, выпустите меня уже из этого круга ада. Поэтому, если вы въезжаете в какой-то город и не видите ни одного бензинового скутера, и на вас еще немножечко косо поглядывают с удивлением, вероятно всего в центре запрещено ездить на мотоциклах. Но останавливает меня именно только в час пик. Например, в обеденное время я уже спокойно по всем городам передвигался, даже где запрещено, всем было на меня все равно. Совсем чуть-чуть про способы оплаты в Китае. 99% случаев вы можете оплатить все с Alipay. Так как абсолютно все люди, которые едут в Китай, сталкиваются с этой проблемой, в интернете очень полно видео, как перекинуть деньги на Alipay. В основном это 2 способа. Первый способ — это просто привязать любую иностранную карту, естественно, не системы МИР. Подойдет вообще любая там виртуальная криптовалютная карта, виртуальная там карта киргизского банка, ну либо физическая карта любого другого иностранного банка. Все это регистрируется на российский номер телефона и привязывается буквально за 5 минут, и все.
вы не сможете пополнить баланс Alipay, но расплачиваться вы спокойно сможете. Там будет просто происходить транзакция онлайн, списывание с вашей карты, перечисление на Alipay другого человека. Комиссия там берется 3%, плюс комиссия вашего банка, там 2, тоже 3%, 5-6% комиссии. Второй способ — это использование биржи, чтобы как раз-таки пополнить баланс Alipay. Вы можете через P2P завести деньги на биржу Bybit, с биржи Bybit перекинуть деньги на китайскую криптобиржу HTX, и уже с HTX через P2P найти какого-то китайца и перекинуть деньги себе на баланс. Так, естественно, комиссия гораздо меньше, но и тех, у кого не знают, что такое вообще криптовалюта, наверное, будет довольно-таки сложно. По поводу использования посредников от того, что вы скинете кому-то деньги на карту и вам начислят, не ведитесь на это, абсолютно никто не дает нормальных контактов, все это работает через Telegram, и 90% это мошенники. Теперь немного слов о том, а возможно ли все-таки въехать в Китай без туристического агентства. Внимание, сейчас будет очень душно, поэтому, пожалуйста, уберите детей от экранов и лучше перематывайте на следующий тайм-код. Итак, я пытался как-то провести свое расследование, вообще хоть выяснить какую-то информацию, поговорить с китайцами, а вообще возможно ли это. Я бесконечное количество раз говорил с казахами на границе, потому что вроде как у них действует таможенный союз с Китаем, и можно свободно вроде как перемещаться по Китаю, но опять-таки никто ничего не знает. Все говорят, что казахи там, да, конечно, можно, езжай, мы до Пекина ездим вообще. Я говорю, а ты ездил до Пекина? Кто ездил? Скажи мне, человек. Я не знаю, мы только вот в Хоргоз заезжаем. Ничего не понятно. Вот что мне удалось выяснить, но выяснить сразу скажу, что мне удалось немного. Так, первое, я повторюсь еще раз. У вас есть вот 2 документа, которые вам необходимо получить, чтобы беспрепятственно передвигаться по Китаю. Первое — это разрешение на вождение. Это по факту перевод с русского на китайский вашего документа. Так как Китай не подписал Венскую конвенцию 1968 года, то, естественно, международные права в Китае не работают. И китайский ДПСник из-за глобального языкового барьера в Китае даже не сможет прочитать латиницу, скорее всего, на ваших правах. Поэтому нужен перевод. Получить этот документ возможно самостоятельно. Есть видео на YouTube, как это делают люди. Да, это там вам придется немножечко преодолеть языковой барьер, и некоторые люди будут отказываться с вами работать, но это возможно. Вам просто нужно прийти в ГАИ, показать свои водительское удостоверение, посмотреть полчаса фильм, квитанцию через Alipay. Теперь насчет вот этого. Это по факту регистрация транспортного средства, временная тоже. Я ее называю СТС-ка, потому что это по факту и так и есть китайская СТС-ка. Вот ее получить, как неизвестно, нету никакой информации на Ютубе, никакого личного опыта. Итак, что мне удалось выяснить? Я нашел официальный документ на государственном китайском сайте, который называется «Положение о временном въезде автотранспортных средств и водителей», который был учрежден еще в 2007 году. Да, то есть аж с 2007 года эта процедура была законна, и можно было получить временное разрешение, временную регистрацию на ваше автотранспортное средство. Все это время. И дело в том, что я, конечно, сильно не вчитывался, но в этом документе я не нашел
какой-либо статьи, которая бы гласила о том, что обязательно нужно иметь какого-то китайского представителя, китайской туристической компании, чтобы получить этот документ. Вроде бы как будто бы из написанного там, это вроде как можно сделать самостоятельно. Но я, естественно, общался с китайцами. Я просто, заебал своего гида Эдварда. Сам-то он мужик классный, но я задавал ему бесконечное количество вопросов, где было понятно, к чему я клоню, чтобы это можно было обойтись без него. И по факту, естественно, ему, наверное, не очень хотелось об этом всем разговаривать, так как по факту я бы отобрал у него его хлеб. Вот. Но что мне удалось выяснить? Самая главная проблема, прежде чем подавать эти формы все, которые также указаны на этом сайте, нужно получить страховку. И вот дело в том, что вроде бы как, с его слов, страховые компании отказываются работать с частными иностранными лицами. Они работают только с внутренними туристическими компаниями. Поэтому вот так просто, скорее всего, невозможно прийти в страховое агентство и сказать: а давайте-ка я оформлю вашу страховку, потому что там, во-первых, также нужно переводить какие-то документы на китайский, как-то это все заверять. Опять-таки, информации об этой процедуре неизвестна, связаться с страховым агентом я не могу, потому что все там говорят, естественно, на китайском. Также, вроде бы как, опять-таки, со слов уже с каких-то там китайских форумах, именно покупка страховки на иностранное транспортное средство стоит каких-то там космических денег. При этом некоторые агентства требуют, чтобы вы покупали страховку на полгода минимум, хотя разрешено вам в любом случае будет находиться не больше 3 месяцев. Также необходимо внести депозит за временный ввоз. Опять-таки, куда он вносится, как он вносится, не смог я раскусить китайца. Знаю только то, что этот депозит составляет от 30 до 70% от средней стоимости транспортного средства на рынке Китая. И, соответственно, этот процент зависит от года выпуска вашего транспортного средства. Чем новее, тем процент больше. И вроде как туристические агентства берут вот именно на себя обязательства взаимодействия со страховой компанией, так как страховая компания отказывается взаимодействовать с иностранцами, и именно оплату депозита. И, якобы, если что вдруг случится, они рискуют потерять вот этот внесенный депозит в несколько тысяч долларов за вас. Опять-таки, система с этим депозитом очень похожа на Carnet de Passage, но, естественно, сам Carnet de Passage в Китае работать не может, потому что не подписана Венская конвенция. Поэтому вот мне не удалось выяснить от того, сколько денег тратится именно на уплату пошлин, на страховку, и сколько маржи получает турагентство за непосредственно вот работу с этими документами. Вот этого мне выяснить не удалось. Вероятно всего, опять-таки, это чисто мое воображение, предположение, может быть, и можно разобраться с этим вопросом чисто теоретически, либо, по крайней мере, точно наверняка узнать, что это невозможно делать без китайских турагентств. Но теоретически нужно начать с того, чтобы как-то прозванивать страховые агентства Китая. Естественно, это нужно делать тому, кто знает китайский, и, вероятно всего, они будут работать только с какими-то вот компаниями, зарегистрированными в Китае, то есть юрлицами. И, насколько я знаю, в Китае довольно много русских делают свой бизнес, и зарегистрировано много компаний, в том числе и туристических. Поэтому чисто теоретически, если будет довольно много народу, кто-то знает там китайский, работает в Китае, кто-то в этом заинтересован, может быть, и можно попробовать во всем этом в реальности разобраться и, по крайней мере, узнать реальную стоимость, вот чистую налогов, какая необходима для получения этих документов.
Ну а теперь заключительная часть видео. Несколько слов о том, насколько адекватна эта стоимость и так далее. Прочитав комментарий, увидел, что у многих людей есть большое недопонимание о том, как это так, что за прохождение границы нужно платить такие деньги. И даже не просто непонимание, а осуждение. Дело в том, что данное, в принципе, путешествие, это, в принципе, далеко не для всех людей. И данное видео я сделал, скорее всего, для единиц людей, которые все-таки возьмут и поедут в Китай. Дело в том, что это не может быть какое-то простое, там, рядовое проведение отпуска, как большинство людей это предполагает. Да? Китай на самом деле гораздо больше, чем кажется нам на карте, так как он находится гораздо южнее и ближе к экватору. Расстояние на карте сужается. На самом деле Китай невероятно огромен, и за раз его объехать невозможно. Только до границы Китая нужно ехать неделю, а от границы Китая с Казахстаном до Шанхая, если вы будете проезжать по точкам интереса, вы проедете расстояние соразмерно с расстоянием от Москвы до Владивостока. И в любом случае это путешествие не какое-то будет бюджетное или которое впишется там в обычный ежегодный отпуск обычного среднестатистического человека. И это видео не только о том, как попасть в Китай, а в принципе, как попасть во всю Южную и Юго-Восточную Азию. Дело в том, что сейчас это единственный путь через Китай. И по факту Азия является, наверное, 1/5 частью кругосветного путешествия. И когда я сказал о том, что это очень просто и может сделать каждый человек, то это, естественно, относительно. Попробуйте поехать в путешествие в Туркменистан на своем мотоцикле. Попробуйте поехать в путешествие в Европу на своем мотоцикле. Вот это действительно будет дорого и сложно. В Китае же сейчас проехать не составляет никакого труда. Я надеюсь, что мое видео хотя бы кому-то придаст смелости, чтобы совершить свою мечту. Да, для многих это мечта объехать весь мир на своем мотоцикле. И если посмотреть на это с такой стороны, то данная цена не так уж и велика. Сейчас я уже проехал Китай, двигаюсь дальше на юг по Лаосу. Надеюсь, может быть, с кем-нибудь из вас мы сможем встретиться на этом пути. Будет очень приятно. Ну, а сейчас мне пора дальше в путь.